Вы развелись в своей стране и мечтаете начать новую жизнь в Турции вместе со своим ребенком, тогда вам необходимо будет узнать, какие документы нужно будет обязательно привезти из своей страны, чтобы у вас не возникло проблем с получением вида на жительство для своего несовершеннолетнего ребенка. Итак, сегодня мы с вами рассматриваем ситуацию, когда у ребенка оба родителя иностранцы, они развелись в своей стране, и мама самостоятельно переезжает в Турцию с ребенком для того, чтобы здесь с ним вместе жить. И вопрос, с которым сталкиваются мамочки, это запросит ли турецкая миграционная служба официальное разрешение от отца ребенка на проживание за границей при оформлении вида на жительство. Миграционная служба говорит следующее, что если после развода все права опеки полностью принадлежат матери, то она может подать на вид на жительство для своего ребенка, не предоставляя разрешения от отца. Для того, чтобы это подтвердить, она должна в миграционную службу предоставить решение суда о разводе, которое она привезет из своей страны, где будут четко прописаны все права опеки. Либо это может быть отдельное решение суда об опеке именно. И в таком случае разрешение от отца не нужно. Но если в решении суда используются какие-то нечеткие формулировки, если не до конца понятно, какие полномочия дает опека, если речь идет о совместной опеке и так далее, то здесь разрешение отца миграционная служба, скорее всего, потребует. Поэтому мой такой совет, если подытожить все вышесказанное, то если у вас более-менее адекватные отношения с вашим бывшим мужем, с отцом ребенка, если вы с ним общаетесь, то лучше перед тем, как приехать в Турцию, все-таки получите от него официальное разрешение на проживание ребенка за границей. Тогда проблем у вас точно не возникнет. Также не забудьте привезти с собой свидетельство о рождении ребенка, потому что миграционная служба часто запрашивает этот документ. Все документы, которые я перечислила, это решение суда о разводе, либо отдельное решение суда об опеке, свидетельство о рождении ребенка, а также при необходимости и по возможности разрешение отца. Все эти документы, они должны быть, во-первых, нотариально заверены и апостилированы в вашей стране предварительно, а во-вторых, в Турции вы должны будете сделать перед подачей заявки в миграционную службу нотариально заверенный перевод этих документов. Аналогично, если отца ребенка уже нет в живых, то вы должны будете предоставить свидетельство о смерти, которое вы предварительно нотариально заверите и апостилируете в своей стране, а затем уже сделаете нотариально заверенный перевод на территории Турции. Вы можете получить для своего ребенка как краткосрочный вид на жительство, так и вид на жительство на основании учебы. Это может быть дошкольное образование, это может быть обучение в школе, в колледже и так далее. Если у вас остались вопросы по переезду в Турцию, то обязательно задавайте их в комментариях. И напоминаю, что наши адвокаты сопровождают заявки на получение вида на жительство от подачи заявки и до результата. Поэтому вы можете записаться к нам на консультацию, воспользоваться нашими услугами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих видеороликах.